Здравствуйте. Прямой эфир сегодня на интересную, такую секретную тему про любовниц. Как увести женатого мужчину из семьи, какие есть способы увести его из семьи. Звучать это может подло, но давайте будем честными. Счастье у каждого из нас свое. И глядя со стороны на счастливую семью, и не имея при этом своей такой, навряд ли вы сможете долго быть счастливы за них, за кого-то. Люди рождаются, чтобы быть счастливыми сами. Мы не инструмент для счастья другого человека. Это ошибочное ложное мнение некоторых людей. То есть люди как будто тонут в этом мнении, как в болоте. Почему? Потому что боятся быть индивидуальностью, личностью, уникальным человеком, боятся быть белой вороной. Соответственно, многие люди живут действительно в мифе, что можно жить и делать кого-то счастливым. Да, можно, но если вы сами уже сделали свое счастье, а счастье делают люди сами, своими руками, оно не падает с неба, как просто мешок денег, например, не падает с неба. Счастье не падает с неба. Человек сам делает ряд выборов в жизни, что-то делает и становится счастливым. Соответственно, если вы сами внутри пока еще несчастливы, а будете смотреть со стороны на чужое счастье, которое показывают, например, навряд ли вы сможете долго испытывать счастье и радость за других, когда внутри у себя что-то не в порядке. Поэтому тема звучит действительно подло для многих, но эти многие, кому кажется это подлым, это люди, которые, скорее всего, живут в стереотипе того, что нужно делать других счастливыми. Давайте договоримся в рамках этого эфира рассмотреть эту тему с точки зрения того, что мы вот на эти полчаса договорились, что мы сейчас смотрим на эту проблему, на эту тему через призму того, что человек должен сначала стать счастливым сам. Может быть, путем того, что девушка уведет, как говорят, мужчину из семьи, у них появится новая семья, создастся новая семья, родятся дети, кошечки, собачки, красивый загородный дом, и они будут счастливы. Может быть, как-то иначе, вариантов много. Но фокус внимания сегодня на том, что человек должен сначала стать счастлив сам. Сейчас я посмотрю. Все в порядке. Угу. Да. Мне часто пишут вопросы в директ на тему как раз-таки любовниц. Чаще всего, кстати, женщины спрашивают даже не про то, как увести. Женщина, которая формулирует так вопрос, находясь в роли любовницы, как правило, уже очень смелая. Она хотя бы признает свое право быть с мужчиной, который в семье сейчас. Чаще всего женщины даже спрашивают иначе. Это вопросы порядка: а можно ли вообще так? А не буду ли я виноватой? А можно ли рушить семью? То есть за всеми этими вопросами стоит такое одно убеждение, что мне нужно для этого разрешение со стороны, что мне нельзя рушить семью, это плохо, меня за это поругают, меня за это будут осуждать. Вот такие вопросы самые частые, и сейчас я посмотрю, значит, в чат и поотвечаю на как раз-таки вопросы такие. Вопрос от Екатерины. Читаю вопрос. Я узнала на первом свидании, что он женат, но мне он очень понравился. Что же мне делать? Екатерина, спасибо за вопрос. Вот вы встречаетесь с мужчиной. Смотрите, во-первых, если мужчина на первом свидании вам рассказал о том, что женат, это уже здорово. Значит, во-первых, он с вами честный. Он честен с вами, раз он прямо об этом говорит. Честность – это очень хороший признак. А если другая ситуация, что вы уже встречаетесь долго, и он потом только рассказывает, это уже отношения, которые начинаются с нечестности с его стороны. Это другая ветка, мы сейчас не будем это рассматривать, но я хочу в рамках этого вопроса, заданного Екатериной, заметить, что мужчина сказал о том, что он женат уже на первом свидании, и это хорошо, значит, он с ней честен. Дальше ее вопрос о том, что же делать. Смотрите, Екатерина, это вопрос 3 пунктов. Первое.
Это вопрос этики, социальной этики. Разрешите ли вы себе нарушить социальную этику, стать социально немножко осуждаемой, возможно? Второе – это вопрос вашей смелости, потому что женщина, которая соглашается на роль любовницы, она смелая. У многих женщин, кто хотел бы, у них просто не хватает на это смелости. Почему? Смелость, опять-таки, вытекает из первого. Потому что большинство людей будут осуждать. И третий аспект этого вопроса – это ваши ожидания. Чего вы ожидаете от этих отношений? Если вы войдете в эти отношения с самого начала, ожидая, что вы обязательно станете его женщиной единственной в конце, что он уйдет из семьи, если с самого начала такие ожидания, то огромная вероятность того, что они будут неоправданы. И тогда в конце вы получите разочарование. Разочарования бояться не нужно, потому что, давайте будем честными, любовь зла, полюбишь и козла. Говорят же так. Почему так говорят? Потому что очень часто люди влюбляются, даже не любовные треугольники, а через какое-то время начинают видеть друг друга более реально, снимая все розовые очки, гормональный фон успокаивается. И разочарование есть в любом случае, все проходят этот этап. Но одно дело, когда вы с человеком уже сошлись без любовного треугольника, и вас впереди ждут обязательно какие-то разочарования, но они будут по типу у него оказались другие интересы, или он оказался сложным в быту. То есть это те разочарования, через которые можно пройти, не разрушив отношения. То если в конце будет разочарование такое, звучать оно будет так, что я ожидала, что он выберет меня и уйдет от той женщины, от жены, а он этого не сделал, то это как бы все такая жирная, неприятная точка. Строить отношения с мужчиной, который на первом свидании говорит о том, что он женат, но при этом вы ему нравитесь, он хочет с вами отношения, можно в том случае, если вы, первое, готовы к тому, что социум будет это немножко не принимать, что будет на вас социальное давление. Очень полезно уметь выдерживать социальное давление в любом случае, потому что люди, которые не умеют его выдерживать, сталкиваются все равно с социальным давлением в каких-то других сферах. Банальное самое, когда маме на детской площадке, маме малыша говорят: ты чего юбку короткую такую надела, ты же мать. Какие-то, вот такие штуки, мы постоянно в жизни с этим сталкиваемся. И очень полезно вообще, в принципе, иметь внутренний стержень и уметь отодвигать социум с его мнением, и быть уверенной в том, что вы уникальны, а у вас свой уникальный путь, и только вы внутри решаете, что для вас верно. Свою уникальность очень хорошо можно проверить на консультации по уникальности. Я оставлю внизу информацию в описании к этому стриму. Консультация основана на системах дизайн человека, генные ключи, астрология, где человек понимает все свои особенности и примерно понимает уже, куда нужно ему идти. И это часто, этот путь очень сильно отличается от того, куда нужно всей толпе людей. Значит, первое. Вступать в отношения, как вы описали в вопросе, можно, если вы готовы выдерживать социальную нагрузку. Второе. Вступать в такие отношения можно, если вы достаточно смелая. Смелая заявить жизни, миру, людям вокруг, что да, я так выбрала. Да, почему выбрала? Потому что любовница от слова «любовь». Потому что я люблю сейчас этого мужчину. И третий момент. Можно так сделать, если вы в самом начале не делаете себе ожиданий того, что он обязательно уйдет от семьи и построит новую семью с вами. Можно становиться любовницей при наличии всех пунктов, и вашей готовности, и вашего желания, вашего чувства, что вы его достаточно любите, чтобы выдерживать эту роль. При условии, если с самого начала вы ни в коем случае не будете этого ожидать. Если вы пойдете в эти отношения за любовью, за желанием быть с ним. Если вы пойдете туда, готовая быть цельным, полноценным человеком, а не искать себе вторую половинку.
Если вы будете готовы изначально к тому, что через какое-то время можете расстаться, и он никуда не уйдет от вас. То есть идти туда не за тем, чтобы его увести, а идти туда, потому что мне там с ним хорошо. Читаю дальше вопросики. Алина задает вопрос. Как влюбить в себя мужчину в браке, заинтересовать и привязать его к себе? Как влюбить в себя мужчину в браке? То есть вы встретили мужчину и знаете, что он в браке. Как его заинтересовать и привязать к себе? Вопрос интересный. Давайте договоримся, что я понимаю, что значит слово «привязать». Слово, опять-таки, не очень красивое в социуме, оно осуждается, да, оно не принимается. Мы будем иметь под словом «привязать», иметь такое значение в виду. Привязать – это значит прийти в такую точку отношений, где он хочет быть с вами долго. Как заинтересовать? Если вы знаете, что мужчина женат, у него есть семья, значит, нужно четко выделить, какая у него потребность, что может ему на стороне, помимо семьи, еще быть нужно. Это либо секс, если дома ему секса мало, или он какой-то такой, что ему недостаточно. Это могут быть эмоции. К примеру, частые ситуации дома такая серая, скучная рутина, что он хочет выпрыгнуть из этого серого болота и каких-то эмоций получить, которые он не может получить там. Может быть, что-то еще. Случаи бывают разные, уникальные, но вот чаще всего это либо секс, либо эмоции. Соответственно, вы смотрите на мужчину, как-то к нему подходите, как-то с ним в контакт вступаете, как-то разговариваете и для себя выясняете, от чего ему не хватает. Дальше, простая логика, математика, да, точнее, это планета Сатурн, отвечающая за стратегии. Мы сейчас будем использовать эту планету с вами и строить стратегию. Что же можно сделать? Вы выясняете, что ему нужно, и просто даете ему то, что ему нужно. Здесь нет стопроцентных гарантий, что то, что ему нужно в той форме, как вы ему дадите, эмоции или секс, будет для него съедобно, что ему, грубо говоря, понравится это в той форме, в которой вы можете дать, потому что все, что вы ему не дадите, будет пропитано вашей женской энергией. Вы можете быть для него вкусной конфеткой, а можете оказаться для него конфеткой, которую он просто не любит. Знаете, кто-то любит M&M's, а кто-то терпеть их не может, они невкусные. И это не значит, что M&M's плохие. Просто кому-то не подходит. Вот, вы вычисляете, расспрашиваете его, разговариваете, чувствуете женской чуйкой, чего же ему там не хватает. И начинаете отношения, если вы правда хотите его покорить, попробовать, опять-таки, будучи готовы к тому, что у вас это может не получиться, вы просто можете ему не подойти. Начинаете отношения без прелюдии, так скажем, сразу давая ему то, что ему нужно. А дальше есть шанс, что ему будет вкусно это то, что нужно, и он захочет быть с вами в отношениях, а может быть и нет. Но пока вы не попробуете, вы не узнаете. Нужно попробовать. Резюмирую. Если мужчина уже в отношениях в семье, и вы хотите занять роль его любовницы, стать его любовницей, то нет смысла заходить к нему через такие вещи, которые имеют смысл, когда мужчина свободен. Как, например, показать ему глубину своей души, заинтересовать его дружескими беседами или сойтись на общих хобби-интересах. Это все хорошо, это прекрасные вещи, которые часто объединяют людей, но при условии, если оба свободны. Если мужчина уже в семье, ему может быть что-то одно, по сути, нужно на стороне. Есть смысл дать это сразу, будучи готовы к тому, что вас могут... это может не понравиться. То есть вы просто попробуйте, узнаете, совместимы вы или нет. А следующая часть вопроса, как привязать, то есть чтобы он еще и остался. Я понимаю, что вы спрашиваете, но мы договорились заменить на привязать, слово заменить на остался, да, захотел быть длительно в этих отношениях. И тут вы, к сожалению или к счастью, жизненный факт, никак не можете повлиять на это.
Вы либо окажетесь для него подходящей, сегодня у меня прям такое настроение астрологическое, либо планеты так сойдутся, что ваши две натальные карты складываются, и вы где-то при совмещении имеете такую вот совместимость идеально подходящие друг для друга, и тогда вас тянет энергетически друг к другу как магнитом, и вот он ночами не спит, думает о вас, а вы ему по ночам смс-ки написываете. В общем, влюбленность случается. Либо вы просто не подходите друг к другу. Он, может быть, вам подходит, вас к нему тянет, но вы ему не подходите. Поэтому привязка от вас особо не зависит. Так, еще вопросики. Алла задает вопрос. Легче ли отбить любовника у жены, своего любовника, наверное, у жены? Будет ли счастье в таких отношениях? Легче ли отбить любовника у жены? Будет ли счастье в таких отношениях? Легче, наверное, в сравнении с тем, чтобы построить отношения с другим мужчиной, который изначально свободный. Что легче? Буду с вами честна. Конечно же, легче строить отношения с мужчиной, который изначально свободен. Потому что вы там как в чистом поле, у вас там столько вариантов. Вы там королева изначально. Конечно, легче со свободным мужчиной, но вопрос счастья. А где вы будете счастливы? Если мужчина, который ваш любовник сейчас, и вы его любите, и вам с ним хорошо, это тот человек, который прям, в присутствии которого у вас бабочки в животе, то, наверное, счастливы вы будете с ним. Может быть, какое-то время, потому что любовь имеет этапы, и все проходят разные этапы. И там есть не очень приятные этапы притирки, но изначально счастливы будете там с тем мужчиной, которого вы любите. Если вы его любите, он ваш любовник, а он еще и женатый, то с ним будет сложнее. Сделать так, чтобы он выбрал вас, вы не можете заставить его выбрать, но вы можете сделать обстоятельства, вы на них можете влиять. Вы можете сделать обстоятельства такими, чтобы если он в принципе способен вас выбрать, то он это сделал бы. То есть удобрить почву максимально, чтобы все, что в этой почве может прорасти, проросло максимально, так, насколько это возможно. Это будет сложнее, чем строить отношения с... Но опять-таки все индивидуально. Бывают одинокие мужчины с такими тараканами. Например, давайте будем честными до конца, у нас не очень честный прямой эфир. Если мужчине 40 лет, он красивый, он прекрасно состоявшийся социально, он успешный в карьере, он хорошо зарабатывает, он эрудирован, у него такой интеллект, он такой мудрый. Ну, в общем, прямо секса в большом городе, мужчина главный герой, да, там мистер был, мистер Икс или мистер Б. Вот он прям такой, на английском bachelors. Помню этого мужчину, я прям в детстве, мне казалось, что все, это эталон мужчины. И вот он такой, ему 40 лет, и бамс, оказывается, что у него не было брака ни разу до 40 лет. Если сравнить с таким вариантом, то там тоже будет все нелегко. Хороший мужчина, у которого интересный мужчина, тот мужчина, который будет интересен многим женщинам, привлечет их внимание, он, как правило, если он психологически легкий, то он к 40 годам, да к 35, да даже к 30, скорее всего, уже женат. Если он психологически легкий, если он психологически гибкий, адаптивный, с ним легко строить контакт, то даже имея какие-то трудности в этом браке, он, скорее всего, сохраняет его до 40. Ну, есть такая поговорка, что хорошие кобели разобраны щенками. Хорошие здесь имеется в виду те, которые перспективные, могут хорошо в социуме реализоваться, денег заработать, карьеру построить, дом купить, дерево посадить, родить сына. Но еще и те, которые психологически гибкие, они могут с ними легко строить отношения. У них легкий характер.
Так вот, они, как правило, встречают своих жен до 30, наверное, и долго с ними живут. Поэтому не будет легко, скорее всего, нигде. Если вы встретите 25-летнего парня, там может быть легко. И он еще не был женат, и он как раз, в принципе, хотел бы. И вот вы влюбляетесь, и здесь будет легко, скорее всего. Но где ваше счастье? Легко ли достается счастье? Легко ли зарабатываются деньги? Легко ли карьерный успех получается? Легко ли дети рождаются? Где счастье? Счастье не всегда легко. Это не значит, что оно всегда тяжело, это тоже другая крайность, это другая такая негативная установка в голове многих людей, от которой нужно избавляться. Но счастье, оно не легко, не тяжело, оно лично ваше, такое, как будет у вас. И этот путь нужно пройти, свой путь, нужно его найти и пройти. И не бояться того, что если он кажется вдруг тяжелым. Еще вопросики? Спасибо за подробный ответ, спасибо за вопрос. Вопрос от Ольги. Ольга пишет: здравствуйте, мне нравится муж подруги, сохранить дружбу или строить свою счастливую семью? Ольге нравится муж подруги, она спрашивает, сохранить ли дружбу, ну, значит, наверное, отказаться от того, что он не нравится, или строить свою счастливую семью. Сохранить дружбу. Давайте здесь проговорим возможные варианты. Понравился муж подруги. Первое, на что нужно обратить внимание. А вы ему нравитесь? Потому что если он вам нравится и вы ему нравитесь, это одна ветка возможных вариантов. В жизни вообще только варианты, пространство вариантов. Ветка первая, когда вы ему нравитесь, он вам нравится, а вдруг это любовь всей вашей жизни, и вы тогда сойдетесь, а вы любовь всей его жизни, и у вас будет новая семья, и тогда подруга – это опять-таки вопрос этики. Подруга здесь мало отличается, чем от другой женщины, когда она является женой мужчины, который вам понравился. Ну, то есть здесь одинаковый этический вопрос, что это муж подруги, что это муж какой-то Маши, например. Ну, какая разница, это муж какой-то женщины. Если вы оба друг другу нравитесь, это одна история. Ваш выбор, смотрите сами. Вторая история, если он вам нравится, а вы ему неизвестно как, не подает никаких сигналов, непонятно, и вы хотите это проверить, стоит ли строить так отношения. Я предлагаю быть честной и к самой себе, и к людям вокруг. Вот если вопрос, идти ли в роль любовницы, это вопрос этики, вопрос смелости и вопрос ваших ожиданий, то вопрос и проявлять ли знаки симпатии к мужчине, который муж вашей подруги, это вопрос вашей честности. Будьте честны с собой и с людьми рядом. И сделайте выбор из двух возможных вариантов. Первый вариант. Вы смотрите просто, насколько сильно нравится. Чувствуете внутри, что это может быть перспектива, что это любовь всей вашей жизни? Если да, тогда честно вскрывайтесь, раскрывайтесь. Честно скажите об этом ему, честно скажите об этом ей, и на этом прекратите дружбу. Потому что, конечно же, когда это честно, вот как есть, рассказывается, дружбы никакой между вами больше не может быть. Вы автоматически становитесь конкурентками друг другу. Если вы чувствуете, что не настолько уж сильно нравится, то вскрываться тогда не нужно. Может быть, проще просто отойти в сторону, не смотреть за ним какое-то время, ну, то есть дистанцироваться, полностью уйти из поля зрения, потому что в мире очень много мужчин, которые вам могут понравиться. В мире не один, не два, не три мужчины, которые вам могут понравиться. Их просто десятки, сотни, может быть, даже тысячи. Вопрос встретить этих мужчин. Если вы живете в рамках одного маленького города и все примерно друг друга знаете, то всех мужчин, которые вам могут понравиться, вы, скорее всего, уже знаете. Если вы живете в огромном мегаполисе, где просто как муравейник,
Вы не знаете, еще не встретили огромное количество мужчин, которые могут вам понравиться, и вы им тоже. А если вы человек мира, вы путешествуете много, у вас, может быть, командировки постоянные, или вы просто заядлый путешественник, то ваших вариантов возможных становится так много. Вы в любом месте неожиданно можете встретить мужчину, который вам понравится. И если вы чувствуете, что этот мужчина, муж подруги, он нравится, но не настолько сильно, чтобы становиться такой смелой, амбициозной, чтобы отодвинуть в сторону давления общества, социума, чтобы войти в эти отношения без ожиданий, то часто логически проще отодвинуть в сторону, дистанцироваться, не входить в эти отношения. Но дружбу, скорее всего, придется прекратить, потому что если вы будете встречаться с подругой, она будет что-то про него рассказывать, вы уже становитесь здесь заинтересованным лицом. Вы уже не ее подруга, вы уже участник треугольника. Пусть он еще не существует как бы физически, да, то есть вы с ним не вступали еще в какие-то отношения, но в голове на уровне эмоций у вас уже появляется треугольник. И вы не сможете быть с подругой честной, дружелюбной до конца. Вы уже будете с ней интуитивно все равно в роли конкуренток. Поэтому такой дружбы нет дальше. Вообще к дружбе стоит, мое мнение, проще относиться и выходить из нее по-честному, лучше вовремя, потому что дружба – это не что-то, что бесконечно долго длится. Мы рождаемся в этом мире одни, сами рождаемся в одиночестве, умираем одни, не берем с собой никого за ручку туда, но в течение жизни мы находимся в людях с людьми. И здесь есть такая ошибка, люди часто привязываются от страха быть одни. А круто не бояться, круто входить в отношения, быть какое-то время, пока вам по пути, и когда вы понимаете, что вам уже не по пути, отпускать спокойно людей и самой выходить. Поэтому если вам понравился муж подруги, вы будете решать, проявлять к нему симпатию или нет, исходя из того, насколько сильно он вам нравится, но вот выйти из отношений дружеских с подругой лучше по-честному прямо сразу. Дальше вам решать, говорить причину или просто выйти из этих отношений. Так, еще вопросы? Алина пишет, что все ответы прямо для меня, даже не на мой вопрос, который заставляет задуматься. Спасибо, я рада, что вам полезно. Алла спрашивает, как записаться на консультацию. Добавлю ссылку на консультацию под этим видео, оставлю. Добрый вечер. И еще один вопрос. Вопрос от Екатерины. Екатерина спрашивает, стоит ли винить женщину, которая полюбила всем сердцем мужчину, у которого есть жена и дети? Стоит ли винить такую женщину? Кто здесь виноват, когда случается влюбленность и случается любовный треугольник? Виновата ли любовница, виноват ли мужчина? Давайте договоримся, что виноват – это позиция, обвинять кого-то, искать виноватых – это позиция детская. Мы, взрослые люди, отыгрываем постоянно роли в этой жизни. Представим снеговичка. У него основание – шарик, большой шарик. Это наша часть личности взрослая. Так должно быть в идеале. Следующая часть снеговичка – шарик поменьше. Это наш внутренний родитель. Мы сами для себя можем быть родителями. Маленькое основание, голова снеговичка – это состояние ребенка. Даже когда мы вырастаем, мы все равно, наша личность имеет состояние ребенка. Например, все творческие процессы происходят из детской части, из ребенка. Только ребенок может творить, креативить, писать картины, сочинять стихи, придумывать что-то, веселиться. В идеале, если человек проживает жизнь из психологически взрослого такого состояния, если человек не вваливается в какие-то негативные установки, шаблоны, он большую часть жизни живет из вот нижнего шарика снеговичка, который называется взрослый. Когда мы ищем виноватых,
виним кого-то или виним себя, это все ребенок. Дети обижаются, дети ищут виноватых, взрослые не ищут виноватых. Критикует родитель, например. Если мы сами себя критикуем, это мы в этот момент отыгрываем роль родителя. Виноватых ищет, обижается ребенок. А взрослый знает, что жизнь – это просто вопрос выбора. Все в этой жизни – это выбор. Мы каждую секунду делаем выбор. Я сейчас выбрала посидеть вот в прямом эфире, ответить на вопросы. Вы выбрали прийти на этот эфир. Каждую секунду вопрос выбора. Но взрослый также знает, что за каждым выбором есть дальше какое-то следствие, и он несет ответственность за этот выбор. Поэтому виноватых в любовных треугольниках нет. Каждый, кто вошел в любовный треугольник, сделал выбор, и он несет за это какую-то ответственность. Если относиться так к любовным треугольникам, находясь в любой роли, любовница, жена, мужчина, любой из этих трех ролей, если он находится в состоянии взрослого и смотрит на ситуацию через призму, что все есть выбор, и у всего выбора есть своя ответственность. За каждый свой выбор я несу ответственность. То можно счастливо существовать в любовном треугольнике, потому что каждый получает в этом что-то для себя. И жена тоже в этом получает что-то для себя. Жена чего-то в отношениях с мужчиной не додает, не доделывает того, что нужно для того, чтобы эти отношения существовали. Вопрос, может быть, она не хочет это делать, может быть, ей не нужно, может быть, если она будет делать больше, это будет таким самонасилием для себя, тогда она должна сделать выбор, может быть, ей нужно выйти из этих отношений, если она уже не тянет. Мужчина тоже делает выбор. Уйти налево и там получить что-то, чего ему не хватает в отношениях. Или выйти из отношений, и все тогда скажут, что это достаточно благородно по сравнению с тем вариантом, что заводить любовницу. Ну и что все скажут? Здесь вопрос выбора, потому что от того, что он поступит благородно, уйдет из отношений, его все вокруг похвалят, скажут, какой ты молодец, что ты любовницу не завел, ты был честным женой. Да, он получит социальное одобрение, может быть. Жена все равно будет этому не рада. Обычно к разводам все относятся негативно, все их переживают очень сложно. Ну а что ему-то с этого? Он за свой выбор какую будет нести ответственность? Ответственность – это не только как наказание. Ответственность – это и те плюшки, что мы получаем за какое-то действие, то есть и то, что мы получаем хорошее по итогу. Что мужчина получит хорошего, если он выйдет из отношений? Кто-то, может быть, получит что-то хорошее, кому-то станет более гармоничное, счастливое состояние внутри, а кому-то хорошо вот так, находя решение просто на стороне и совмещая с этим. Поэтому здесь нет виноватых. Любовница тоже получает свое, она получает что-то от мужчины, что компенсирует трудность ее роли, потому что ей тяжело. Всем по-своему тяжело. И жене тяжело, и мужу. Мы все сделали такой выбор, поэтому здесь нет виноватых. Если вы вдруг вообще не участник этого треугольника, ни одна из ролей, ни жена, ни любовница, ни муж, а просто сторонний наблюдатель, то тут все просто. Не судите людей. Не судите, бесполезно. Никогда не знаете, как человеку на самом деле. Говорят же, что прежде чем осудить человека, одень его костюм, одень его тапки и пройди весь его путь, как он. Только так можно адекватно оценить ситуацию, побыв полностью в его шкуре весь тот путь, что он прошел. Но это невозможно. Поэтому никто из нас не может судить людей. Когда мы судим людей, обвиняем кого-то, мы перекладываем какие-то свои неудовлетворенности и пытаемся так самоутвердиться. Винить не нужно. Так, на сегодня у нас все. Эфир сохраняю. Всем большое спасибо за прекрасные такие интересные вопросы. Я думаю, что в записи людям их тоже будет интересно посмотреть, послушать. Постараюсь проводить на этом канале эфиры, прямые стримы регулярно, раз в неделю. Поэтому сохраняйте вопросы, которые у вас остаются после просмотра видео. Приходите, я вам рада. И до встречи.